Мифы о правильном питании, которые мешают похудеть. Я сижу в кресле, держа в руках чашку теплого чая, и вспоминаю, как однажды, стоя перед зеркалом в 3 час ночи, я вдруг поняла, что все, во что я верила о еде, было ложью. Не просто ошибкой, не просто заблуждением, именно ложью, искусно сотканной из добрых намерений, модных журналов, советов подруг и уверенных голосов диетологов по телевизору. Я тогда взвесилась, посмотрела на цифры, которые не менялись уже полгода, несмотря на гречку, воду без газа и утренние пробежки, и впервые задала себе вопрос: а вдруг я не ленива, не слабовольна, не безнадежна, а просто меня обманули? И с тех пор я стала копать, как археолог, разгребая слои мифов, каждый из которых, словно камень, лежал у меня на груди, мешая дышать, двигаться, худеть. Первый миф, который я разрушила с треском, как стекло под молотком, это идея, что если не есть после 6 вечера, то тело само собой начнет сжигать жир. Как же красиво это звучало: не ешь после 6, и стройность гарантирована. Я верила. Я голодала. Я ложилась спать с пустым, скрюченным от голода желудком, слушая, как он урчит, как будто внутри меня сидит маленький злой зверек, требующий хлеба. И знаете, что происходило? Ничего. Ни грамма не уходило. Потому что тело, мое умное, выжившее в эпоху мамонтов тело, воспринимало этот вечерний голод как сигнал бедствия. Оно думало: вот и все, наступила зима, еды нет, надо запасаться. И вместо того, чтобы сжигать жир, оно начинало его беречь, упрямо держать, как сокровище. Я читала исследования, беседовала с настоящими, не телевизионными, а лабораторными учеными, и они мне объяснили: не время приема пищи важно, а ее качество и общая калорийность за день. Можно есть в 11 вечера, если это творог с ягодами, а не бутерброд с колбасой. Можно не есть после 6 и набрать вес, если до 6 ты съела 2 пиццы и литр газировки. Время – это не волшебная граница, это просто стрелки на часах. Второй миф, который я ненавижу больше всего, это культ обезжиренных продуктов. Молоко 0%, сметана без жира, сыр, похожий на резину – все это мне продавали как путь к идеалу. Я покупала эти продукты с благоговением, как святыни, думая, что жир – это враг, а чем меньше его в еде, тем чище, праведнее, стройнее я становлюсь. И только потом, когда я стала изучать биохимию, я поняла, какой это был обман. Жир – не враг. Жир – строительный материал для гормонов, для клеточных мембран, для мозга. Когда ты ешь обезжиренное, тело не получает сигнала насыщения. Ты ешь, 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 и все равно голоден. Потому что жир дает чувство сытости. Без него инсулин скачет, как бешеный, сахар в крови падает, и ты снова тянешься к шоколаду. Я помню, как однажды, сидя на диете из обезжиренного творога, я впала в настоящую истерику не от стресса, не от усталости, а от голода, который не утолялся ничем. А потом я добавила в тот же творог ложку сметаны, и чудо, я наелась. Я не захотела больше есть. Я спокойно легла спать. Это был переломный момент. Я поняла, жир не делает жирным. Сахар делает жирным. Белый хлеб делает жирным. А жир делает сытым. Третий миф – это идея, что фрукты можно есть без ограничений, потому что они натуральные. Как же я любила фрукты! Я ела их килограммами, гордясь собой. Вот, я не ем конфеты, я ем бананы. И вес стоял, потому что фруктоза – это тоже сахар, просто упакованный в красивую обертку с витаминами. 1 банан – это почти 3 куска сахара. 1 чашка винограда – 4. Я не говорю, что фрукты вредны. Я говорю, что их нужно есть с умом. Не на голодный желудок. Не в качестве перекуса, когда хочется сладкого, а как часть сбалансированного приема пищи с белком и жиром. Я перестала есть фрукты отдельно. Я стала добавлять их в йогурт с орехами, в творог с льняным маслом, в салат с авокадо. И вес пошел вниз. Потому что инсулин перестал скакать. Потому что тело перестало получать сигнал: срочно запасайся. Сахар. 4-й миф – это вера в то, что если пить много воды,
то можно есть все, что угодно, и все равно худеть. Вода – святое, и я пью ее литрами. Но вода не растворяет жир, она не нейтрализует булочку и не отменяет калории. Вода помогает почкам, коже, суставам, мозгу. Но она не делает тебя невидимым для весов. Я помню девушку, которая пришла ко мне на консультацию. Она пила 3 литра воды в день, ела бутерброды, торты, макароны и не понимала, почему не худеет. «Но я же пью воду», – говорила она с отчаянием. Я взяла ее за руку и сказала: «Вода – не волшебная палочка. Это просто вода». И когда она стала считать калории, а не литры, вес начал уходить. Медленно, но верно. 5-й миф – это идея, что нужно есть каждые 2 часа, чтобы разогнать метаболизм. Это, пожалуй, самый коварный миф, потому что он выглядит научно. Ешь часто, и тело будет сжигать больше, твердили мне. Я ела орехи, сметану, фрукты, хлебцы каждые 120 минут. И знаете, что случилось? Мой аппетит стал неуправляемым. Я перестала чувствовать настоящий голод. Я ела по графику, а не по потребности. И тело, вместо того, чтобы разгоняться, устало. Оно перестало верить, что еда – это событие. Оно стало воспринимать ее как фоновый шум. И когда я перешла на 3 полноценных приема пищи в день с белком, жиром, клетчаткой, мой метаболизм не замедлился. Он, наоборот, стал работать четко, как швейцарские часы. Я перестала думать о еде каждую минуту. Я стала наслаждаться едой и стала худеть. 6-й миф – это культ здоровых завтраков. Овсянка, мюсли, хлопья, соки. Как же я ненавижу эти упаковки с улыбающимися моделями. Я ела их годами. И каждый раз, через час после завтрака, я снова хотела есть. Потому что это сахар. Овсянка быстрого приготовления – это почти чистый крахмал. Мюсли – это рассыпчатое печенье. Фруктовый сок – это жидкая конфета. Я поменяла завтрак. Теперь у меня яичница с авокадо, или творог с орехами, или семга с овощами. И знаете, что изменилось? Я не хочу есть до обеда, и мой мозг работает ясно. Мое настроение ровное. И вес уходит, потому что утро задает тон всему дню. Если ты начинаешь его с сахара, ты обречен на качели голода и переедания. Если с протеина и жира, ты свободен. 7-й миф – это вера в то, что спорт сожжет все, что ты съела. Я видела, как женщины после тренировки набрасывались на булочки, оправдываясь: «Я же потренировалась». Но одна тренировка сжигает в среднем 200-300 калорий, а одна булочка – 400. Плюс кофе с сахаром – еще 100. Плюс сок – еще 150. Итого, ты не только не сожгла ничего, ты еще и добавила. Я сама так делала и думала. Пробежала 5 километров, заслужила круассан. И вес стоял. Потому что спорт – это не разрешение на обжорство. Это стресс для тела. И если после стресса ты даешь ему сахар, он откладывает его про запас. Я перестала заедать тренировки. Я стала есть после них протеин – яйца, рыбу, мясо. И вес пошел вниз. Потому что тело стало восстанавливаться, а не запасаться. 8-й миф – это идея, что нужно полностью исключить любимые продукты. Я пробовала. Я держала себя в железных рамках. И знаете, что происходило? Я срывалась. Жестоко. Буквально через неделю я съедала полкило конфет и бутылку вина за один присест. Потому что запрет порождает навязчивую идею. Я научилась есть любимое, но в рамках. 1 кусочек темного шоколада в день. 1 кусочек настоящего хлеба с маслом и кусочком сыра. Бокал вина в выходные. И вес не возвращался. Потому что я не чувствовала себя обделенной. Я не чувствовала себя жертвой. Я чувствовала себя свободной. 9-й миф – это вера в то, что все люди одинаковы, и одна диета подойдет всем. Я встречала женщин, которые худели на кето,
а я на ней набирала. Я встречала тех, кто стройнел на веганстве, а я чувствовала себя разбитой. Я поняла, тело – это не машина. Это живой организм. У него есть история, гены, травмы, гормоны, бактерии в кишечнике, стресс, сон, эмоции. То, что работает для одной, не работает для другой. Я перестала слушать всех. Я стала слушать себя. Я вела дневник, что я ела, как себя чувствовала, как спала, как работал кишечник, как менялось настроение. И я нашла свой путь. Не идеальный, не модный, но мой. 10-й миф – это мысль, что похудение должно быть быстрым. 3 килограмма за неделю. 5 за 2. Я гналась за этим. И каждый раз, когда вес возвращался, а он возвращался всегда, я чувствовала себя неудачницей. Я не понимала, что быстрое похудение – это стресс. Это потеря мышц и замедление метаболизма. Это путь в никуда. Я перешла на медленное, мягкое, осознанное снижение веса. По полкило в неделю. Иногда меньше. И знаете, что случилось? Вес уходил. И не возвращался, потому что тело не сопротивлялось. Оно адаптировалось и доверяло мне. Я больше не встаю ночью к зеркалу с чувством вины. Я больше не считаю калории с отчаянием. Я больше не страдаю над весами. Я ем и наслаждаюсь. Я слушаю свое тело, и оно отвечает мне легкостью, энергией, стройностью. Не идеальной, не журнальной, а настоящей. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.